Всем привет! В ближайшее время я задумала интересный проект, и для его реализации мне нужно изготовить одно вспомогательное устройство, важной составляющей которого будут колесики. И я подумала, что старые ролики подойдут для этого идеально. У них 4 колеса на каждом ботинке, а мне как раз нужно 8 колес. Я разработала проект в программе SketchUp и сейчас начну сборку. Для всех остальных частей, кроме колес, мне понадобится фанера толщиной 15 мм. С распиловкой фанеры я закончила, остается только разметить и все собрать. Итак, что у меня получилось? Я изготовила 2 симметричные рельсы, вот такие вот катающиеся шпалы, и что самое главное, вот такой вот поезд. И все это вместе можно назвать рейсмусом. В этой конструкции я планирую обрабатывать широкие доски и слэбы, которые не помещаются в мой рейсмус.
По ходу сборки конструкции я поняла, что нужно усилить либо косынками, либо уголками вот эту вот движущуюся часть. Но я усилила это фанерками. И сейчас еще немножко усилю вот эту часть тоже кусками фанеры для большей жесткости. И еще ко мне пришла идея такая, что не всегда нужна максимальная ширина этого рейсмуса, и я хочу изменить немножко конструкцию, со стационарного крепления сделать две передвижные позиции, то есть закреплять на болты либо тут, либо конструкция сделать уже. Вот. И, конечно, если мне понравится работать со слэбами, и я захочу этим заниматься часто, я, скорее всего, сделаю подобную конструкцию из металла. А пока я считаю, что получается неплохо из фанеры. И все, в принципе, работает и достаточно жестко закреплено. Итак, с самой конструкцией рейсмуса я закончила. Теперь остается попробовать ее в деле. У меня есть доска сосновая с необрезным краем. Из нее хочу сделать подоконник. Именно на ней я буду тренироваться. Она не идеально ровная, немножко винтом, поэтому первую обработку я произведу с подкладыванием реек, чтобы выровнять плоскость, и она не играла на плоскости. Для того, чтобы во время обработки доска не съезжала, я закрепила ее к одной стороне с помощью распорных брусков. Для того, чтобы обработать мою доску, я буду использовать вот такую вот замечательную фрезу. Это пазовая фреза диаметром 30 мм.